Так, стоп. Чем бы ты сейчас ни занимался, остановись. Вероятнее всего, ты делаешь это неправильно. Да, я не знаю, что именно ты делаешь, но поверь мне, статистика на моей стороне. В чем проблема? Давай на чистоту. Каждый день мы делаем массу глупостей и большую часть времени даже не замечаем этого. От покупки, которая оказалась бесполезной, привет, кухонный комбайн за 500 тысяч. Да у меня уже третий такой. До отношений, в которых ты фактически оказался ресурсом. У всех же такое было, или только у меня? Вот что круто. Это все можно исправить, и именно поэтому ты здесь. Меня зовут Сергей Пощанин, и это тот самый стендап для умных, где нету никаких душнил. Они просто не смотрят это. Так что прямо сейчас подпишись, поставь лайк, комментарий. Мы начинаем. Логично, что за каждым твоим действием стоит цепь каких-то решений. Давай не будем тешить себя иллюзиями. Если ты думаешь, что принимаешь эти решения вполне логично и осознанно, то ты не прав. Твой мозг просто играет с тобой злую шутку. Вся эта логика – работа твоей префронтальной коры. Она как элитный аналитик, способный взвешивать риски и планировать действия. Но вот беда, этот элитный аналитик работает только в уютной обстановке. Как кот, который мурлычет, пока его гладят. Стоит прийти стрессу, усталости или просто перегрузки информации, и все. Префронтальная кора такая: ой, извините, я в отпуске. Вот. Тогда управление переходит к древним центрам мозга, которые уже пару тысяч лет не получали обновлений. Представь, ты споришь с другом, например, о политике. О чем же можно еще спорить, правда? Ты такой: вот сейчас я ему докажу, прям по фактам объясню. И тут вдруг ты начинаешь злиться, теряешь нить разговора и орешь на него, кричишь ему что-то вроде: ах ты сам дебил такой, вот прям вот виноватый, я тебе сейчас нахрен то-то. И все. Префронтальная кора – это наш аналитик. Просто устала и ушла, передав бразды правления эмоциям. Это как если бы у руля космического шаттла стоял твой младший брат. Никакой логики, просто страх и крики. Разум вообще – это не норма, а привилегия. Твой мозг всегда старается минимизировать усилия, даже если это означает полный провал. Думаешь, что можешь трезво мыслить под давлением? Скажем так, твоя амигдала имеет на этот счет совсем другое мнение. Амигдала, если что, это маленький кусок мозга, который отвечает за быстрые реакции. Типа страха и гнева. А еще некоторые нейрофизиологи и нейробиологи называют ее амигдала. Поэтому я буду называть и так, чтобы побесить всех. Она как собака, которая лает на все подряд. Угроза, 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 угроза. Даже если это просто твой сосед, который решил выйти и выбросить мусор. А еще есть стресс. Это вообще убийца здравого смысла. Вот гипоталамус, который управляет выбросом гормона стресса. Вот он сидит такой, все, смотрит, все горит. Отлично! Включаем выработку кортизола. И что делает кортизол? Блокирует все сложные процессы мышления. Потому что зачем тебе думать, когда можно просто взять и облажаться по-быстрому? Спасибо, кортизол, ты настоящий спаситель. А что насчет твоего контроля над решениями? Бенджамин Либет провел эксперимент и доказал, что весь этот контроль просто иллюзия. Мозг решает все еще до того, как ты успел об этом подумать. Представь, ты выбираешь новый телефон и уверяешь всех вокруг, что дело просто в характеристиках. Но правда в том, что мозг уже решил: iPhone, потому что это красиво и понтово. Все остальное просто рационализация. Серьезно, мы живем в мире, где сначала возникает желание, а потом уже оправдание этого желания. Это как когда ты ешь ночью торт и говоришь: мне же нужна энергия, а? Твой мозг уже давно решил, что это случится, а ты просто пытаешься спасти лицо. И вот еще одна крутая штука – сеть пассивного режима. Это когда ты вроде ничего не делаешь, а мозг на автопилоте прокручивает всякие вот дела твои. Например, ты покупаешь каждое утро кофе в одном и том же месте, хотя рядом открылась новая кофейня с лучшим кофе. Почему так? Просто потому, что твой мозг такой: слишком долго и сложно, как-то неприятно думать о переменах, будем делать по-старому. Автопилот удобен, когда тебе нужно помнить, как дышать. Но когда дело касается важных решений, ты оказываешься все в той же старой колее, только глубже. Твой мозг сложен, но при этом чертовски упрям. Он не хочет истины, он хочет только выживания. Чтобы выйти из этого замкнутого круга, тебе нужно постоянно задавать себе вопрос:
А это точно я решил? Или мой мозг снова что-то подстроил? Самое страшное – это то, насколько легко тобой можно манипулировать. Решение – это никакая не загадка. Это чертов алгоритм, который кто угодно может использовать, если знает, как он работает. Вот что реально пугает. Как только кто-то разобрался в твоем алгоритме, то твои решения сразу становятся его решениями. И ты даже этого не замечаешь. Это уже не просто ошибка, а манипуляция. А манипуляция, напомню, это тогда, когда ты думаешь, что сам что-то решаешь, а на самом деле ты в роли марионетки, которые просто дергают за веревочки. Давай я покажу тебе, как это работает. Представь, ты встаешь утром, открываешь холодильник, а там записка. Поздравляю, ты самый умный человек в мире. Ну, если не считать тех 10%, которые умнее тебя. Теперь вопрос. Какой процент людей ты считаешь глупее себя? А. 90%, Б. 50%, С. 10%, Д. Хотя бы 1%. Ну и какой будет твой ответ? Окей, а задумайся, почему ты выбрал именно это число? Почему так? Ну и напиши свой ответ в комментариях. В 1970-х годах ученые Канеман и Тверский провели эксперимент, который доказал, что наш мозг – это не блестящий аналитик. Они дали людям прокрутить колесо с числами от 0 до 100. Затем участникам задавали вопрос, сколько стран в Африке. В результате те, у кого колесо показывало высокое число, давали значительно более высокие оценки, чем те, у кого число было низким. Почему? Потому что их мозг использовал это число как якорь, даже если оно никак не было связано с вопросом. То есть, какая цифра выпадала и примерно где-то в ее диапазоне называли. Выпало 65, значит, стран в Африке, например, 68. Выпало 90, наверное, 94. Какая вообще связь между колесом и Африкой? Никакой. Но мозг решил за тебя. Это называется эффект якоря. Мозг хватается за первое попавшееся число и использует его, потому что, зачем тратить силы на поиски логики, если можно просто взять первое, что попалось под руку. Ты видишь, скидка 30% и только сегодня. И вот ты уже готов бросаться за этой вещью, даже если она тебе вообще не нужна. Или рейтинг 4,8 звезды из 5. И ты уже думаешь, это уже что-то достойное. Мозг просто берет первый ориентир и делает на него опору для решения. И знаешь что? Мы все попадаемся на эту удочку каждый день. Ну теперь ты понимаешь, как это работает, верно? Теперь ты можешь хотя бы попытаться быть необманутым. Хотя, будем честны, не факт, что получится. Хотя бы попробуешь. А теперь представь, что эффект якоря – это только самое начало. Это просто один пример, один из многих. На самом деле люди уничтожали целые цивилизации, просто потому что всем стукнуло в голову верить в одну и ту же хрень. Давай разберемся, как это произошло на реальных примерах. Ты когда-нибудь думал, что коллективное решение может быть хуже индивидуального? Ну, конечно, ведь толпа всегда знает, что делает, правда? Вот тут-то начинается вторая когнитивная манипуляция. В споре рождается истина, говоришь? Ага, конечно. Только вот иногда из этого спора рождается что-то гораздо менее привлекательное, типа краха цивилизации. Групповое мышление часто воспринимается как гарантия успеха. Чем больше людей участвует, тем лучше результат. Конечно, это как если бы 20 человек пытались нарисовать картину одновременно. Но правда в том, что коллективная ошибка может быть масштабнее любой индивидуальной. Она способна разрушить города, уничтожить целые цивилизации и оставить после себя только загадки. Вот, например, катастрофа на острове Пасхи. Ты наверняка слышал об этом острове и его таинственных гигантских статуях. И что, думаешь, каменные лица – это все, что известно об этом острове? А вот и нет. Когда-то этот остров был зеленым и процветающим, а теперь он выглядит как декорация к фильмам о конце света. А все потому, что островитяне были настолько зациклены на этих чертовых статуях, что буквально спилили все деревья ради своего искусства, вот этих вот статуй. Серьезно, деревья были нужны для строительства домов, лодок и, конечно же, для транспортировки этих огромных бошек. И вот где все пошло не так?
В какой-то момент культ Моаи, это так вот называются эти статуи, стал главной целью существования всего народа. Все хотели построить больше статуй, чем сосед. Вместо того, чтобы остановиться и подумать: эй, ребят, мы что-то какой-то херней занимаемся. Все продолжали, будто это какая-то игра на выживание. Только вот никто не выиграл. Групповое мышление. Каждый считал, мы должны построить больше, чем соседи. А кто становится первым, тот и лузер. Отличная логика, правильно? Результат? Остров стал пустыней. Без деревьев, без животных, без еды, и все. Вся цивилизация накрылась медным тазом. Эти вот огромные каменные лица смотрят на тебя и словно говорят: мы все облажались. Это просто великолепное напоминание о том, как коллективное мышление может привести к катастрофе. Напомню, это явление называется групповым мышлением, когда люди в коллективе избегают критики ради согласия. Не хочу выглядеть занудой. Пусть другие делают. Это как когда ты сидишь на совещании и все кивают головой, хотя идея полное дерьмо, а ты просто думаешь: не могут же все не понимать. Значит, я, наверное, что-то не понимаю. Все нормально, значит, все в порядке. На острове Пасхи групповое мышление было особенно ярким. Никто не хотел быть тем, кто скажет «стоп». Каждый боялся выглядеть слабым, и поэтому никто не остановился. Итог – полный крах. Эта история может показаться далекой, но давайте посмотрим вокруг. Как часто ты видишь, что компании, правительства или даже просто какие-то группы людей принимают решения, которые наносят вред всем? Все это из-за страха выделиться, возразить или сказать, что это полная чушь. Вот так и живем до сих пор, по принципу «пусть будет как у всех». Так что в следующий раз, когда тебя потянет пойти за толпой, просто подумай о этих гигантских каменных лицах на острове Пасхи. Все они выглядят одинаково, пустыми. Потому что именно так все заканчивается, когда ты перестаешь думать сам. Вообще ошибок и манипуляций в принятии решений настолько много, что даже дьявол стесняется, как же легко люди поддаются на них. И вот прежде чем я дам тебе практические советы и покажу свежие исследования, давай я расскажу тебе о 3 самых забавных и одновременно пугающих экспериментах. Эти штуки не только покажут, как легко ты можешь ошибаться, но и, возможно, в будущем заставит себя дважды подумать перед тем, как наступать на те же грабли. Первый. Эффект ложного консенсуса. Это очень похоже на историю с островом Пасхи. Ты думаешь, что все с тобой согласны. Ты когда-нибудь ловил себя на мысли? Это ж очевидно. Все наверняка считают так же, как и я. Отличная мысль, если ты хочешь почувствовать себя полным идиотом. Этот эффект рассказывает нам о типичной ошибке. Он зафиксирован в 1977 году 3 учеными: Ли Россом, Дэвидом Грином и Памелой Хаус. Они хотели проверить, насколько тупыми мы все можем быть. Они дали людям сделать выбор между 2 вариантами в какой-то гипотетической ситуации. И потом спросили: как ты думаешь, а что выбрали другие? И знаешь что? Почти все считали, что другие выбрали тот же вариант, что и они. Конечно же, все же такие умные, как и я. Большинство участников реально думали, что их выбор очевиден и универсален. Вот как твой мозг обманывает нас, заставляет думать, что весь мир видит вещи точно так же, как и ты. Да ладно, даже сосед Вася, который до сих пор уверен в том, что Земля плоская, явно не разделяет все твои взгляды. Этот эффект мешает нам выделить альтернативные точки зрения. Ты принимаешь решение, думаешь, что он очевидно для всех, и даже не допускаешь, что кто-то может видеть мир иначе. А потом ты удивляешься, почему твой гениальный план покупки криптовалюты на последние деньги провалился. Второй. Эффект ореола. Когда первое впечатление обманывает. Знаешь, почему говорят: не суди книгу по обложке? Потому что обложка на самом деле это полная хрень. Или почти всегда хрень. Эффект ореола – это когда первое впечатление затмевает все последующие, и человек начинает видеть мир через розовые или, наоборот, черные очки. Ричард Нисбет и Тимоти Уилсон в 1977 году решили это доказать. Они показывали участникам эксперимента фотографии людей с абсолютно нейтральным выражением лиц. И потом рассказывали, что один из этих людей классный, а другой полный лузер. И вот угадай, что дальше. Участников просили оценить черты этих людей. Конечно же, человек, о котором говорили хорошие вещи, получил высокие оценки. Он и, наверное, и честный, и умный, и прекрасный, и замечательный. А тот, кого заранее представили как неприятного типа, сразу
получил метку дебет. Вот так и работает наш мозг. Он делает выводы, даже если у него нет ни одной причины на это. Перед каким-то важным решением попробуй отделить субъективные впечатления от объективных фактов. Создай список и следуй ему, а не своей любви к чьей-то улыбке. И третий эксперимент под названием «Третья волна». Вот такая вот игра слов. Как думаешь, у тебя есть воля и принципы? Ой, дорогой, ты слишком наивен. Давай поговорим о том, как далеко ты готов зайти, если на тебя давит группа. В 1967 году учитель истории Рональд Джонс решил провести эксперимент под названием «Третья волна». Цель была простой – узнать, как легко можно заставить людей подчиняться авторитарным системам. Он решил превратить свой класс в маленькую диктатуру. Строгая дисциплина, иерархия, униформа и свои собственные правила поведения. И знаешь что? Ученики все это проглотили. Они начали следить друг за другом, сдавать своих одноклассников за малейшие нарушения и вести себя как настоящие фанатики. В итоге через неделю Джонс понял, что его маленькая диктатура вышла из-под контроля и пора останавливать эксперимент, пока дети не начали молиться на него. Эксперимент показал, что под давлением группы или харизматичного лидера люди готовы делать такие вещи, о которых даже страшно подумать. Плевать на мораль и здравый смысл. Если толпа идет, ты идешь за ней. Почему это важно? Потому что групповое давление может заставить себя поступить так, как ты бы никогда не сделал в одиночку. Особенно если в группе есть харизматичный лидер, который знает, что сказать. Ты просто начинаешь думать. Если все это делают, значит и я должен. Эти эксперименты – яркий пример того, как легко твой мозг обмануть. Но осознание этих эффектов уже половина беды. В следующий раз, когда ты будешь принимать решение, остановись и спроси у себя, это действительно мое решение? Или я снова поддался на манипуляции? Только не забудь спросить, а то облажаешься. А теперь я спрошу тебя. Ты когда-нибудь задумывался, почему некоторые решения принимаются легко, как выбор шоколадного батончика, а другие мучительно? Как будто ты пытаешься решить, оставить себе одну почку или две. Современные исследования показывают, что все не так просто. Мозг управляется коктейлем из когнитивных процессов, эмоций и твоих собственных личных особенностей. Чтобы разобраться, как все это работает, я собрал несколько исследований. Тут в основном русские ученые, но и одно зарубежное исследование тоже вставил, чтобы ты понял, почему твои решения такие отстойные. И в конце дам несколько практических советов, которые, возможно, помогут тебе не просрать свою жизнь. Звучит заманчиво, не правда ли? Первое исследование Зайцева и Скотникова. Специфика изучения принятия решений в когнитивной психологии. Как мы уже знаем, наш мозг стремится минимизировать усилия. Вместо того, чтобы тщательно анализировать все возможные варианты, он фокусируется на наиболее знакомой и легко доступной информации. Этот подход позволяет сэкономить энергию, но часто приводит к когнитивным искажениям. Например, ты выбираешь фильм по постеру, потому что, зачем изучать рецензии, если на картинке красивые лица и так все понятно. Вот так мы все и живем. Этот механизм удобен для быстрой обработки информации, но его слабость в том, что он игнорирует реальность, если она не вписывается в привычные рамки. Второе исследование. Моральный выбор. Эмоции против логики. Булыгина и другие. Называется «Совместное исследование нейронных основ принятия моральных решений». Когда дело доходит до моральных дилемм, мозг оказывается раздвоен. У тебя есть префронтальная кора, которая пытается быть рациональной, и амигдала, которая орет «нет, нет, нет», особенно если дело касается близких друзей. Вот почему, когда твой друг просит помочь с переездом, ты соглашаешься, даже если у тебя в этот день важная встреча. Амигдала не позволяет тебе отказать. Она как тот чувак, который всегда тащит тебя на вечеринку, даже если ты уже в пижаме. Эмоции делают нас человечными, но иногда хочется быть чуть менее человечным и чуть более рациональным. Следующее исследование Корниенко. Выбор риска, намерение против действия. Где-то у себя в подсознании мы все склонны к большому риску, чем в реальной жизни. Ученые выяснили, что когда риск абстрактен, наш мозг не воспринимает его как угрозу. Но когда нужно действовать, активизируются защитные механизмы. Между намерением и действием всегда есть большой разрыв. Намерение «я буду героем», а действие ладно, в другой раз. Этот разрыв постоянно заполняется страхами и отговорками. Следующее исследование провел человек с классной фамилией
Сим. Исследование говорит, что экстраверты любят риск, интроверты ищут стабильность, а перфекционисты вечно мучаются, анализируя каждую мелочь. В итоге экстраверт покупает билеты на отпуск за день до вылета, интроверт заказывает вперед, чтобы, не дай бог, там что-то неприятный сюрприз не случился. А перфекционист так долго обдумывает, что в итоге никуда не едет. Ну и последнее зарубежное исследование Смита и Джонсона. Они разобрали 3 эффекта. Эффект привязки, эффект доступности и иллюзию контроля. Эти искажения заставляют нас делать выбор, который кажется логичным, но на самом деле может быть неверным. Наш любимый пример со скидками. Ты покупаешь товар, потому что он по скидке, не проверив, что реальная стоимость могла бы быть изначально завышена. Был у меня такой коллега, признаться, очень мерзкий тип, никто его не любил, правда, сложно хорошо относиться к человеку, который невероятно глуп, но постоянно поучает всех. Так вот, каждый раз он дико хвалился, что урвал какую-то вещь, как он это назвал, по скачку. Да, не удивляйся, если он носитель именно того бумерского вайба пузатого батя-алкаша. И потом, по какому-то невероятному стечению обстоятельств, после того, как скачок проходил, цена оставалась такой же. Просто рядом снимали табличку, что раньше эта хрень стоила в 4 раза дороже, и все. Ну и теперь несколько советов, как правильно принимать решения. Первое. Делай паузы. Перед тем, как сделать что-то важное, остановись и спроси себя, почему я выбрал именно это? Это реально моя логика или просто привычка? Второе. Применяй примотерм-анализ. Что это такое? Просто представь, что твое решение уже провалилось. Какие ошибки могли привести к этому? Анализируй, что могло пойти не так. Третье. Доверяй объективным данным. Нужно сравнивать варианты по четким критериям, а не просто потому, что вот этот тот прикольнее, а вот этот не такой прикольный. Четвертое. Учитывай свою личность. Если ты осторожный интроверт, попробуй выходить из зоны комфорта. Если ты экстраверт, который любит все, что связано с риском, добавь немного здравого смысла в свой план. И, может, не покупай билеты за 5 минут до вылета. И пятое. Учи свой мозг быть осознанным. Каждый раз, когда ты ловишь себя на автоматическом выборе, вернись к началу и подумай, почему я так делаю? Помимо того, что это просто проще. Твой мозг – это невероятно сложный механизм, но, к сожалению, он не всегда на твоей стороне. Иногда он прям-таки заговорщик, подстраивающий тебе всякие подлянки. Осознание того, как он работает – это уже полдела. Это дает тебе власть над своими собственными решениями, а значит и над своей жизнью. И в очередной раз за этот ролик повторюсь. Не забывай спрашивать себя, это мое решение или мой мозг опять решил все за меня. И помни, правильный выбор начинается с осознанности, а иногда и с хорошей шутки. А давай сейчас сыграем в игру, чтобы закрепить все знания, полученные выше. Сейчас я покажу вам 2 портрета, и ваша задача выбрать того, кто из этих ребят кажется вам более приятным, надежным, может быть интересным. Готовы? И вот первый портрет. Этот человек одно время подрабатывал компьютерным мастером и устанавливал пенсионерам ломаный Windows по 10 тысяч рублей. Теперь второй портрет. Представь себе, этот скромный работящий парень занимается волонтерством и на скромную зарплату менеджера среднего звена содержит частный приют для бездомных животных. Ну что, сделали выбор? Напишите в комментариях, кто из этих 2 ребят вам нравится больше, первый или второй. А теперь самый интересный момент. Большинство из вас, я почти уверен, выбрали второго парня. Конечно же, это неудивительно, ведь я только что нахваливал его. А вот первого, по сути, утопил в ведре негатива. Теперь внимание. Оба этих портрета – это я. Да ладно. Просто немножко измененные с помощью нейросетей. Истории, кстати, обе тоже вымышленные. Тот же самый человек, только под разными соусами. Вы сделали свой выбор не на основе самих лиц, а потому что я сказал вам, каким этот человек должен быть. Признаться, это довольно смешно и грустно одновременно, не правда ли? Но не беспокойтесь, с вами все в порядке. Это просто с человеческой психикой что-то не так. Ну и что мы видим в итоге? Как всегда, все оказалось немного сложнее и, конечно же, немного запутаннее, чем казалось на первый взгляд. Но, с другой стороны, неудач на самом деле не так уж и много. Если задуматься, каждая провальная ситуация – это всего лишь опыт. И как ты им воспользуешься, зависит исключительно от тебя. Проигрываешь ты или учишься – выбор за тобой. Но вот что точно. Если ты действительно хочешь провалиться на 100%, тебе нужно начать что-то делать. И у тебя обязательно не получится. По крайней мере, в начале.
То есть даже полный провал – это своего рода победа. Абсурд? Добро пожаловать в реальную жизнь. Итак, в чем же польза этого ролика? Ты неплохо провел время, узнал много нового, да и успокоился, наверное. Ну и подумаешь, поддался на манипуляции маркетологов. В наше время вокруг полно триггеров, вызывающих тревожность, и совсем не надо стараться быть идеальным. Пусть хоть пока ты смотришь этот видос, ты побудешь в безопасности, побудешь собой. Ну и подпишешься на мой ТГ. Ну и проспонсируешь выход нового контента подпиской или донатом на Бусти. И вот что, знаешь, мне интересно, ты вообще часто проваливаешь свои дела? Ну ты знаешь, куда написать. А сейчас обязательно приступай к следующему ролику. Я не прощаюсь.